Всем привет, друзья! Сегодня наконец-то появилась минута снять более подробный обзор на этот самодельный трактор. Пригнал его мне мой друг и коллега по работе для небольших доработок. Ну и в основном это разобраться с гидравликой. Кто помнит, кто постоянно смотрит видео на моем канале, этот трактор уже был в видео, там он еще был не совсем собран, в процессе был. И я тогда еще и задавал вопрос, что такое с распределителем, почему в плавающем положении цилиндр не реагирует, ну, в общем, не опускается навеска. Самодельный трактор с двигателем ВАЗ-2106 классика. Параметры его, я думаю, не нужно озвучивать. То, что он карбюраторный и стоит на тракторе, для меня это тоже не принципиально. Лишь бы трактор выполнял определенный вид работ. А точнее те работы, для которых трактор-то в принципе и собирался. Двигатель, сцепление, коробка передач родные от классики. Дальше идет переход, как вам показать, муфта и к первичному валу коробки передач ГАЗ-69. Трехступенчатая с передачей заднего хода. Дальше идет звездочка и цепной привод на задний мост. Задний мост стоит суженный, обрезанный с автомобиля УАЗ. Ну, как бы передача шумная, если на больших скоростях ехать. Но в целом-то, если работать, то такой же принцип сделан у друга в тракторе с двигателем Москвич. Кто смотрел мои видео, там тоже есть обзоры и показывал устройство трактора. Дальше по этому трактору рама сварена со швеллера. Там конструкция, конечно, еще кошара ходит. В общем, как вам показать снизу. Вон даже ключик какой-то мой завалялся. Вот так вот. Сделана трехточечная навеска. Здесь на наконечниках, ну, как бы шат она имеет, но еще дополнительно у плуги сделана регулировка, как в мотоблоке, ну, чтобы плуг не жестко был закреплен. Я не знаю, как в мотоблоке. Трактору обязательно, чтобы плуг был свободный, иначе не совсем удачно пахать будет. Ну, что еще? По мосту мост сварен с труб по принципу МТЗ Т-25, Т-40 простяк. Ну, балка, как говорится. И варены шкварня. С чего шкварневая, я не знаю. Похожа на волговскую, но
Скорее всего, с какой-то сельхоз машины или агрегата. Ступицы, потому что на 5 шпилек, такие похожие как Т-25-овские. Вот они. Задняя резина стоит с Т-40АМ с ведущего моста переднего. Ну, передняя на 13. Классическая такая схема. Ну, дальше тут установлен радиатор жигулевский. Все электрооборудование. По кабине. Ну, расскажу, что покупался трактор с двигателем УД-2. И потом полностью бралась только рама, мосты, наверное. Устанавливался двигатель, подгонялась рама под этот двигатель. А потом уже позже приобрелась кабина с капотом. И трактор такой вид получил, как Беларусь 320. Дальше по электрооборудованию релюшечки, финтифлюшечки. Все, даже в моем тракторе релюшки я такие не ставил. Ну, не знаю, у меня не было, да и в принципе, как вспомню, на МТЗ-80 на старых их особо-то и не было, этих релюшек, все работало. Лишний геморрой для меня. Так, тут органы управления: сцепление, тормоз, педаль акселератора, подача топлива. Дальше воздушная заслонка карбюратора, ключ замка зажигания, все, повороты, рулевое управление, рулевое колесо. Что тут? Рычаг переключения жигулевской коробки. И вот так под седлом стоит рычаг переключения коробки ГАЗ-69. Дальше включатель массы. И под рукой рычаг гидрораспределителя. Ну, так, по размерам. Сейчас скажу. База трактора 1,80 м, 1,79 м, близко к 1,80 м. Там плюс-минус. Одному просто мерить плохо. Колея трактора передних колес 1,9 м. Но они вот под уклоном. Но я мерил ближе к низу, 1,9 м. И колея задних колес 1,8 м. Ну, диски чуть кривоватые, так что получится 1,8 м, 1,9 м, как там, ну, грубо говоря, 1,8 м. Дальше. Дорожный просвет. Сейчас я покажу. Под передней балкой 38 сантиметров. Под редуктором заднего моста. Бля-муха. Ну, 29 сантиметров где-то получается. Ну, в принципе, достаточно для того, чтобы окучивать картошку на нем. Потому что здесь расстояние побольше под чулками. Так, для сравнения, в моем тракторе колея 1,83 м, 1,82 м. Руль сейчас повернут. И, то есть база трактора 1,82 м, а колея колес 1,20 м. Передних, задних колес. Я специально делал под междурядье 60 сантиметров. Ну, здесь, грубо говоря, 55, даже 60 сантиметров трактор сможет обрабатывать. Что здесь? Вентилятор. Он вроде бы включается как автоматически от температуры двигателя. Также вот кнопка включения длительно. Так, масса. Шелк, чтобы не посадить. Замок зажигания. Вот он у нас. Работает.
повороты, габариты, повороты, стояночные огни, тормоз, сигнал тормоза, в принципе, тоже работает. Тормоза гидравлические. Вот тут даже вакуум стоит. На своем тракторе я не ставил вакуум. Трактора, то есть тормоза тяжелее. У меня раздельные тормоза. А сцепление тоже гидроцилиндр стоит. Так-то, в принципе, рассказал я по трактору. По доработкам. По доработкам я покажу. Немножко переделал. Немножко передний мост. Подшипники стояли вверху опорные. Я их переставил на низ, потому что сами шкварня были неправильно уварены. Их как-то вот так вот перевернули. Так, из небольших переделок. Сейчас я покажу. Вот здесь, я не знаю, кто собирал этот мост, но это, еще, наверное, когда давно его собирали, опорный подшипник поставили вверх, хотя он должен стоять внизу. И я сейчас просто попробую переделать. Вот он. Видно, да, что это опорный подшипник, и он еще и приварен. Но я переделаю. Рулевое как-никак станет полегче. Подшипники я поменял местами. Установил вниз. Сам процесс не снимал, тут сложного ничего нету. Вот теперь вторая проблема. Тут если палец так чуть-чуть болтается в мосту, то здесь хорошо так. Надо на палец, наверное, немножко наварить, обточить, и чтобы он зашел. И здесь тоже. Опять же, попробую сделать, потом покажу. Дальше сошку эту переварил, длиннее поставил. Родная жигулевская. Мне как-то и не понравилось. И рулевое стало в 2 раза легче. В общем, одной рукой можно рулить смело, даже переделал я пахоте. Кардан на рулевое колесо. Тут, получается, стояли наоборот. Вал, вот этот короткий, стоял наоборот и закусывала крестовины. Недостаточно было угла крестовин. Я подрезал тут уголок и поменял местами. Там прихватил, чтобы болтом сюда не упиралось, чтобы больше не резать эту часть. В принципе, сейчас рулевое не закусывает. Панелька все нормально работает. Я там показывал. Вот оно рулится. Бляха, неудобно просто. Вот одной рукой. И колеса поворачиваются. Это все, как там говорят, стабилизатор и тому подобное. Было бы что ставить и за что покупать. Вот оно. Вот это одной рукой на месте рулится. Можно даже кубышку ставить, и в принципе при движении рулевое намного легче. Так что кому там не нравится механическое рулевое, это ваши, конечно, дела. Дальше по гидравлике тоже тут чуть повозился. Что нужно переставить шланги. Я думаю, вот он, я уже показывал там, как опускается навеска в плавающую. Вот она
вроде бы и опускается, но для пахоты как бы это медленно. Ну, я хочу поставить гидрошланги сюда вместо трубок большего диаметра. Я не знаю, поможет это или нет, но потому что стоит гидроцилиндр довольно такой ладненький. Так, как вам показать? Вот вам покажу. Мне кажется, большой объем масла, и просто оно не успевает перегонять масло в обратку. Ну, также не знаю, получится или нет показать его, попробовать его самому в пахоте, потому что с прицепом трактора я показывал, там вставочку кину, копал картошку он выкапывателем, я тоже показывал видео, тоже вставочку кину. Ну, кто хочет тест-драйв устроить на тракторе, ну, в принципе, на этом, неважно, приезжайте, дадим покататься, проехать по полю немного, минут по 5, бесплатно.
покажу, как плавающая работает. Немного повозился я с плавающим, но начала работать не так, как хотелось бы. Ну, сейчас покажу. Я еще к газу не могу привыкнуть. Бензиновая все-таки трактора. Блин, камера совсем близко передает. Вот я сейчас одной рукой. Пружинку поставить. Он как карик, блядь, на месте. Надо педаль делать. На сцепление пружину поставил там на главной. Она сейчас не закусывает. Так, что еще по этому трактору? Этот трактор был на куфоре, был на вебай в продаже. Но этот до переделок он был. Люди приезжали, смотрели, тогда рулевое не устраивало, там еще что-то. Ну, как-то так. В общем, я его по возможности покажу в работе. Если получится, покажу передачи, как, на каких скоростях он ездит. Ну, для этого надо, чтобы оператор был у меня. Ну, в общем, как-то так.